В этом видео мы подробно разберем одну из ключевых вещей, которая действительно дает пропуск в мир топовых игроков. По ходу разбора вы четко поймете, что на самом деле означает понятие «тяжелый мяч» и почему он ломает даже технически подготовленных игроков. Мы глубоко разберем, что такое контроль мяча и за счет чего он вообще возможен на высокой скорости и вращении. Как и обещал в предыдущем видео, поговорим о работе кисти и запястья в момент контакта, о той зоне, где решается очень многое, но про которую чаще всего говорят либо туманно, либо неверно. Дам практические советы, как не разваливаться по ходу матча, когда вы играете против соперника более высокого класса. Ну и наконец вы узнаете, как самостоятельно определить, в рабочей ли зоне у вас находится запястье или оно уже перенапряжено. В теннисе есть ощущение, которое знают все. Кто-то не знает для него термина, кто-то слышал это слово, но не до конца понимает, о чем речь. Сегодня мы говорим о так называемом тяжелом мяче. И сразу договоримся, не путать его с понятием сложного или не берущегося мяча. Скажу так, к весу мяча это не имеет прямого отношения. Да, каждый любитель знает ощущение после игры старыми мячами, новые кажутся тяжелее и играть ими сложнее. Формально разница действительно есть. Ворс стирается, микроскопическое изменение массы есть. Но в этом разборе я покажу, что ощущение тяжелого мяча возникает совсем по другой причине. В теннисе вообще много подобных феноменов, когда телесные ощущения создают иллюзии, а иллюзии со временем превращаются в мифы и начинают ограничивать развитие игрока. Итак, что же на самом деле создает ощущение тяжелого мяча в контакте? Ответ простой. Соскальзывание. Соскальзывание мяча с плоскости ракетки в момент контакта. Что происходит физически? Мяч летит и почти всегда имеет вращение. Чаще всего, как говорят, верхнее или крученый мяч. И это вращение при определенных условиях, мы их разберем чуть позже, превращает мяч в момент контакта в ужа на сковородке. Он пытается вывернуться с плоскости ракетки и одновременно вывернуть саму ракетку из кисти. Если кисть чувствует начало этого процесса, она рефлекторно сжимает хват. По той же логике, как мы сжимаем ладонь, когда из нее начинает выскальзывать мыло. Это создает дополнительное напряжение в запястье и предплечье. Нагружает связки локтевого сустава. Отсюда и хорошо знакомый локоть теннисиста. Мозгу кажется, что мяч стал тяжелее. Рука напрягается больше, иногда появляются даже болезненные ощущения. И это ощущение тяжести кажется абсолютно логичным. Но на самом деле это иллюзия. И смысл этого разбора не столько в том, чтобы просто объяснить феномен тяжелого мяча. Главное дать ключи, как с этим явлением бороться и не попасть в ловушку вечного зажатия кисти и запястья под давлением ретивого мяча. Почему это ловушка? Потому что у игрока формируется устойчивый паттерн. Он думает, что удержать мяч на плоскости можно только зажимом хватки. И в итоге всю жизнь играет не в теннис, а в иллюзию тенниса, убежденный, что так и должно быть. Сегодня мы поговорим об истинном контроле мяча. Не о том, чтобы там попасть куда-то, а о том, чтобы надежно насадить мяч на плоскость ракетки при любых обстоятельствах. И когда это получается,
Направить мяч куда угодно становится вообще не проблемой. И скажу больше, умение уверенно посадить мяч на плоскость без напряжения и зажатия кисти, даже на высоких скоростях, именно оно и открывает билет в мир высококлассного тенниса. Теперь давайте посмотрим с точки зрения физики, что нужно сделать, чтобы мяч не выкручивался, а становился единым целым с ракеткой и с игроком. Здесь все просто. Сила, прижимающая мяч, должна быть больше силы, которая пытается увести его с плоскости. Зацеп возникает тогда, когда при контакте сила сцепления между мячом и струнами превышает стремление мяча проскользнуть по плоскости ракетки. И вот беда. Сила удара сама по себе зацеп не создает. Высокая скорость ракетки не решает проблему контроля. То есть разгоняй ракетку, пройди сквозь мяч, все это работает лишь частично. Скорость увеличивает одновременно и прижим, и стремление к скольжению. При плохих условиях сила может работать на срыв, а не на захват. Тут нужен интеллектуальный контакт, управление условиями, а не просто добавление мощности. Закон «сила есть, ума не надо» очень здесь актуален. Как же уменьшить скользящую нагрузку на контакт? Помимо нормальной составляющей скорости ракетки, которая идет навстречу мячу, нужна высокая угловая скорость ракетки. Почему? Поверхность вращающегося мяча движется параллельно со струнами. Эта скорость мешает надежному захвату мяча. Когда же головка ракетки движется вперед и вращается вокруг себя, струны летят не только навстречу центра масс мяча, но и навстречу его вращающейся поверхности. Тангенциальная или скользящая нагрузка снижается. Требования к силе трения падают, и контакт переходит в режим надежного сцепления. Важный нюанс. Тупое вращение кистью для создания углового движения ракетки не сработает, а наоборот убьет скорость. Об этом я говорю в разборе топ-спин зло. Просто так примитивным движением счастье не добыть. Высокая линейная и одновременно угловая скорость достигается не отдельным действием кисти или предплечья, а закручиванием самого энергетического импульса в теле, который рождается в стопах, проходит через все тело, разгоняясь и закручиваясь. Все пронации, супинации, которые мы видим, это как внешнее зеркальное отражение вот этого внутреннего процесса, который и позволяет игроку самому создать тот самый тяжелый мяч. Подробно об этом я говорю вот в этом разборе. И это во многом определяет класс игрока. Но даже высокой линейной и угловой скорости недостаточно, чтобы стабильно сжать мяч на плоскость. Вы уже, наверное, догадываетесь, куда мы идем. Переходим к работе кисти в момент контакта. Для полного понимания этого процесса приведу аналогию. Представьте болид, который проходит поворот на пределе. Центробежная сила пытается вынести машину с трассы. Сила трения шин об асфальт пытается удержать ее внутри траектории. Это прямая аналогия с тяжелым крученым мячом. Что делает подвеска? Она не создает трения, она позволяет шине оставаться в контакте с дорогой. Если подвеска слишком жесткая, колесо подпрыгивает, контакт прерывистый, сцепление теряется, даже если резина хорошая.
Если подвеска упругая, колесо впивается в дорогу, контакт стабилен, трение успевает работать. Теперь переносим в теннис. Тяжелый мяч – это центробежная сила болида. Сцепление мяча со струнами – это трение шин. Кисть – это подвеска. Кисть не усиливает зацеп, но без нее зацеп не выживает. Жесткая кисть, как жесткая подвеска. Контакт короткий, пиковая нагрузка высокая, сцепление срывается, мяч отскакивает, а не обрабатывается. Упругая, слегка податливая кисть, как гоночная подвеска. Контакт стабильный, долгий, площадь контакта для работы силы трения высокая. Нагрузка распределяется во времени. Таким образом, вращение мяча переваривается. Ключевой момент. Жесткая подвеска не дает прижать машину к асфальту. Точно так же, как и жесткая кисть не дает мячу войти в струны. Еще раз. Кисть в ударе не создает зацеп, но без нее зацеп не выживает. Итак, упругая, я бы даже сказал интеллектуальная кисть при ударе – это классно. Но всему есть предел. Какая бы хорошая ни была подвеска у болида, резина, прижимающая антикрыло, если скорость превышает порог, машина слетает с трассы. Точно так же, если входящее вращение мяча слишком мощное для вашей техники, произойдет срыв мяча с плоскости ракетки или микрососкальзывание. Это убьет точность удара и вызовет рефлекторное сжатие запястья. Если это повторится несколько раз подряд, ждите развал техники, потерю ощущений, уверенности и так далее. И вот он мандраж. Даже самый простой удар вы уже не сможете сыграть нормально. Как будто это не вы. Это ощущение знакомо каждому теннисисту. Именно поэтому я в разборе про мандраж говорю, прежде чем лечить голову, убедитесь, что ваша техника вообще соответствует вашим запросам. Кто-то уже подумал, а чё он молчит про закрытие плоскости? Угол атаки плоскости сам по себе не удерживается. Он становится рабочим только тогда, когда у ракетки есть достаточная угловая скорость. Без нее вращающийся мяч диктует условия контакта и выбивает плоскость в удобную ему сторону. Запястье пытается спасти ситуацию, зажимается в попытке удержать плоскость. Иногда это удается, иногда нет. В любом случае это рандом и перенапряжение запястья. Теперь практическая часть. Как не развалиться в игре с соперником, который создает проблемы именно в контакте? Сразу уточню, речь не о том, как выиграть. Речь о том, как не потерять качество, сохранить удары и продолжить получать удовольствие от игры. Первый и самый простой прием – отойти назад. Вращение достаточно быстро умирает, и на большей дистанции контакт становится перевариваемым. Да, этот отход придется отбегивать. Да, соперник получит позиционное преимущество, но вы сохраните удары. Кто-то из топов вообще всю жизнь играет у заборов и ничего, как-то живет. В этой ситуации форсировать игру по восходящему почти гарантированно потерять удар. Это не смелость, это авантюра. Второй рабочий инструмент – резаный удар. Допустим, форхенд у вас держится, а бэкхенд слетает. Федерер не раз говорил, что его выдающийся слайс появился потому, что в юности он долго не мог стабильно играть крученым слева. Почему резаный спасает? Потому что он лучше крученого сажает восходящий мяч на плоскость.
Ракетка идет навстречу мячу сверху вниз, в отличие от крученого, где ракетка движется условно в одном направлении с восходящим мячом. Есть и третий вариант. Играть крученым по опускающемуся мячу в низкой точке. Там снова появляется встречное движение к мячу снизу вверх. Да и мяч уже частично раскручен. Минус вы знаете. Все та же игра у заборов. И вот здесь важный момент про тренеров. Очень часто звучит: иди вперед, бей по восходящему. Звучит красиво. Но сначала стоит проверить, а ученик вообще вывозит этот мяч? Может, он не трусит, а интуитивно отходит, чтобы сохранить удар? А в ответ крик: иди вперед! Агрессивная манера требует соответствующей техники. Пока тело не собрано в единую структуру, пока импульс не начал плотно закручиваться внутри тела, не будет неуверенных восходящих, ни входа в корт, ничего подобного. Сколько угодно можно орать на игрока, физику и готовность тела это не ускоряет. Многие зададутся вопросом: а у меня вообще кисть и запястье в каком состоянии? Опытному взгляду со стороны это обычно видно довольно хорошо. Рабочая кисть или нет. Именно поэтому даже онлайн разборы часто дают больше, чем месяцы попыток нащупать что-то самостоятельно. Но даже без внешней оценки игрок может довольно точно понять состояние своей кисти сам. И здесь лучше всего обратиться к музыке. Если кисть в правильном состоянии, то в момент контакта она, ракетка и все тело вибрируют как камертон. И вы слышите тот самый правильный звук тенниса. Я люблю называть его сухой треск. Однажды я услышал это сравнение от одного комментатора, сейчас не помню ему фамилию. Он, когда восхищался ударом Дель Потро, именно так его и описал. Кстати, напишите в комментариях, как вы сами ощущаете, слышите и называете этот звук. Интересно, какие образы у вас возникают. Если же кисть зажата, картина становится другой. Обратная ударная волна от контакта на своем пути встречает преграду. Часть энергии отражается назад, нарушая эффективную передачу импульса от струн к мячу. Часть оседает в связках запястья, раз за разом разрушая его. А камертону уже не дают вибрировать, его просто прижали пальцем. Объемный звук пропадает, скрипка перестает звучать. И вместе с этим исчезает все. И качество, и кайф от удара. Давайте подведем итог. Тяжелый мяч – это не какой-то специальный удар. И не какая-то специальная техника, которую нужно отдельно выучить. Ничего особенного игрок специально не делает. Чем выше класс игрока, тем тяжелее становятся его удары. Просто потому, что его импульс дает мячу больше линейной и больше угловой скорости. И в обратную сторону работает точно так же. Чтобы справляться с тяжелым мячом, нужен тот же самый класс. Достаточная линейная и угловая скорость ракетки. Если этого пока не хватает, дефицит можно частично компенсировать техническими и тактическими приемами. Бывают и исключения. Все знают кривых косых игроков, от которых мяч летит каким-то странным рваным вращением. И это действительно может ломать контакт и разваливать игру у теннисистов невысокого класса. Именно поэтому эти игроки так и раздражают. Ни сами не играют, ни людям не дают. Но здесь важно помнить одну простую вещь. Высокая линейная и высокая угловая скорость ракетки – это универсальная таблетка
от любых проблем с контактом. На этом все. С вами был Сергей Мальцев. Всем здоровья и прогресса. Пока-пока. Да, и чуть не забыл дать рекламу следующему видео. Это будет скандальный разбор. Жду от него много хейта, но и буду рад подискутировать с адекватными несогласными. Говорить будем о том, какие же струны лучше всего использовать теннисисту для максимального контроля мяча в контакте, чтобы выжать максимум от инвентаря. В нем я попытаюсь развеять один очень старый миф, на котором до сих пор сидят и производители струн в том числе. Будет интересно. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Вот теперь пока-пока.